Глава 2. Стирание личной истории. Вторник, 22 декабря 1960 года. Дон Хуан сидел на земле возле двери своего дома, прислонясь к стене. Перевернув деревянный ящик из-под молочных бутылок, он предложил мне присесть и чувствовать себя как дома. Я привез с собой блок сигарет. Вытащив несколько пачек, я предложил их Дону Хуану. Он сказал, что не курит, но подарок принял. Мы говорили о том, что ночи в пустыне стоят холодные, и еще о разных мелочах. Я спросил, не нарушает ли мое появление его привычный распорядок. Он взглянул на меня, слегка нахмурившись, и ответил, что у него нет никаких распорядков, и что если мне хочется, я могу провести у него хоть целый день. Я заранее заготовил несколько опросных генеалогических карт, которые собирался заполнить со слов Дона Хуана. Кроме того, порывшись в литературе по этнографии, я составил общий перечень особенностей культуры местных индейцев. Я собирался просмотреть его с Доном Хуаном и отметить, что покажется ему знакомым. Начал я с генеалогии. «Как звали твоего отца?» – спросил я. «Я звал его папа», – ответил Дон Хуан совершенно серьезно. С некоторым раздражением я подумал, что он не понял, и надо ему втолковать. Показав опросную карту, я разъяснил, что одна пустая графа там оставлена для имени и фамилии отца, другая для имени и фамилии матери. Потом я решил, что, наверное, следовало начать с матери, и спросил, «Как звали твою мать?» «Я звал ее мама», — ответил он с обескураживающей наивностью. Сдерживаясь и стараясь быть вежливым, я сформулировал вопрос иначе. «А как ее звали другие? Как вообще к ней обращались?» С глуповатой улыбкой старик взглянул на меня и почесал за ухом. «Ага, вот тут ты меня поймал. Надо подумать». После минутного замешательства он, казалось, что-то вспомнил. Я приготовился записывать. С глубокомысленным видом Дон Хуан произнес. «Другие?» Другие обращались к ней так. «Эй, послушай-ка!» Я невольно рассмеялся. Все это выглядело действительно комично, и я не мог понять, то ли передо мной хитрый старый индеец, который намеренно морочит мне голову, то ли и вправду простодушный дурачок. Набравшись терпения, я постарался разъяснить ему, что этот вопрос весьма серьезный, и что заполнение опросных карт является очень важным моментом в моей работе. Я приложил максимум стараний к тому, чтобы он понял идею генеалогии и личной истории. Закончив, я спросил, «Так можешь ты назвать мне имена своих родителей?» Он взглянул на меня. Взгляд его был ясным и добрым. «Ты зря тратишь время. Давай не будем заниматься ерундой». Я не нашел, что сказать. Только что я разговаривал с растерявшимся глуповатым индейцем, который озадаченно чесал в затылке, и вот спустя какое-то мгновение роли переменились. Теперь уже я сам чувствовал себя дураком, а он смотрел на меня совершенно неописуемым взглядом. В его взгляде не было ни раздражения, ни презрения, ни торжества или самодовольства, а лишь ясность, проникновенность и доброта. «У меня нет личной истории», — сказал Дон Хуан после продолжительной паузы. «В один прекрасный день я обнаружил, что в ней нет никакой нужды, и разом избавился от нее, так же, как от привычки выпивать». Я ничего не понял. У меня возникло ощущение смутной тревоги. Я напомнил ему, что он сам разрешил мне задавать вопросы. Он опять сказал, что против вопросов не возражает. «Но личной истории у меня больше нет», — сказал он и испытующе взглянул на меня. «Когда она стала лишней, я от нее избавился». Я уставился на него, пытаясь вникнуть в скрытый смысл его слов. «Но как можно избавиться от личной истории?» «Сначала нужно этого захотеть, а потом, действуя последовательно и гармонично, в конце концов, просто отсечь ее». «Но зачем?» — воскликнул я. «Моя личная история была мне ужасно дорога. Я совершенно искренне чувствовал, что без глубоких семейных корней в моей жизни не было бы ни преемственности, ни цели». «Нельзя ли уточнить, что имеется в виду, когда ты говоришь «избавиться от личной истории»?» — спросил я. «Уничтожить ее, стереть. Вот что», — жестко ответил Дон Хуан. «Ну ладно. Возьмем, например, тебя. Ты Яки. Как можно это стереть? Ведь ты не можешь этого изменить». «Я Яки?» — с улыбкой спросил он. «С чего ты взял?» «Верно», — сказал я.
Я не могу этого знать наверняка. Но сам-то ты знаешь, что это единственное, что имеет значение и что делает этот факт личной историей. Я почувствовал, что попал в точку. Но он ответил: то, что мне известно, яки я или нет, еще не является личной историей. Личной историей становится лишь то, что знаю не только я, но и кто-нибудь другой. Что же касается моего происхождения, то, уверяю тебя, никто не может сказать с уверенностью, что ему что-нибудь об этом известно. Я торопливо записывал за ним все, что он говорил. Затем, прекратив писать, взглянул на него. Я никак не мог понять, с кем имею дело. В уме промелькнул весь набор впечатлений, который он на меня производил. Таинственный жуткий взгляд, с которого началось наше знакомство, обаяние его утверждений о том, что все в мире соглашаются с ним, его остроумие, собранность и динамичность, и тут же выражение полнейшей тупости на лице, когда я спросил о родителях. А сразу после этого совершенно неожиданные силы его ответов, которыми он поставил меня на место. «Ты недоумеваешь, кто же я такой?» — спросил он, словно читая мои мысли. «Тебе никогда не узнать, кто я и что из себя представляю. Потому что у меня нет личной истории». Он спросил, есть ли у меня отец. Я ответил, что есть. Дон Хуан сказал, что мой отец — пример того, о чем идет речь. Он велел вспомнить, что думает обо мне отец, а потом сказал: «Отец знает о тебе все, поэтому ты для него как раскрытая книга. Он знает, кто ты такой, что из себя представляешь и чего стоишь. И нет на земле силы, которая могла бы заставить его изменить свое отношение к тебе». Дон Хуан сказал, что у каждого, кто меня знает, сформировался определенный образ моей личности. И любым своим действием я как бы подпитываю и еще больше фиксирую этот образ. «Неужели тебе не ясно, — драматически сказал он, — твоя личная история постоянно нуждается в том, чтобы ее сохраняли и обновляли. Поэтому ты рассказываешь своим друзьям и родственникам обо всем, что делаешь. А если бы у тебя не была личной истории, надобность в объяснениях тут же отпала бы. Твои действия не могли бы никого рассердить или разочаровать, а самое главное, ты не был бы связан ничьими мыслями». Неожиданно до меня дошло, что он имеет в виду. Я и раньше, можно сказать, знал это, но никогда не пытался это осознать. Свобода от личной истории казалась вещью довольно заманчивой, по крайней мере на интеллектуальном уровне. Но от нее веяло грозным и неуютным одиночеством. Я хотел было поделиться с ним своими ощущениями, но спохватился, поскольку во всей этой ситуации было что-то ужасно нелепое. Мне казалось, что просто смешно ввязываться в философский спор с невежественным старым индейцем, который в плане интеллектуальной изощренности явно уступает студенту университета. Однако он все же каким-то образом увел меня в сторону от первоначального намерения расспросить его о генеалогии. Чтобы вернуть разговор в нужное мне русло, я сказал: «Почему мы вообще обо всем этом заговорили? Мне ведь, собственно, только нужно было заполнить опросную карту». «Как почему?» — ответил он. «Мы заговорили об этом, потому что я сказал, задавать вопросы о прошлом — занятие совершенно никчемное». Говорил он очень твердо. Я понял, что ничего не добьюсь, и решил изменить тактику. «Освобождение от личной истории присуще всем индейцам Яки?» — спросил я. «Оно присуще мне». «А как ты этому научился?» «Жизнь научила». «Тебя учил отец?» «Нет. Скажем так, я научился этому сам. И сегодня я открою тебе эту тайну. Так что ты уедешь отсюда не с пустыми руками». Его голос перешел в торжественный шепот. Это актерство меня рассмешило. Я не мог не признать, что в этом он большой мастер. Мне даже пришло в голову, что я имею дело с прирожденным артистом. «Давай», — покровительственным тоном сказал Дон Хуан, — «записывай. Ты ведь без этого жить не можешь». Я взглянул на него, и в моих глазах, должно быть, мелькнуло скрытое замешательство. Он хлопнул себя поляшком и с довольным видом рассмеялся. «Всю личную историю следует стереть для того, медленно, как бы диктуя, произнес он. Я лихорадочно записывал. Чтобы освободиться от ограничений, которые накладывают на нас своими мыслями другие люди». Я не верил своим ушам. Он не мог этого сказать. Я был буквально подавлен, что должно быть отразилось на моем лице.
он не преминул этим воспользоваться. «Вот ты, например», — продолжал он, — «в данный момент ты недоумеваешь, гадая, кто же я такой. Почему? Потому что я стер личную историю, постепенно окутав туманом свою личность и всю свою жизнь. И теперь никто не может с уверенностью сказать, кто я такой и что я делаю». «Но ты же сам знаешь, разве не так?» — вставил я. «Я-то, будь уверен, тоже нет», — воскликнул он и затрясся от смеха. Прежде чем сказать «тоже нет», он выдержал довольно длинную паузу, и я был уверен, что он скажет «знаю». В его неожиданном ответе было что-то угрожающее, и я вновь почувствовал страх. «Это и есть та маленькая тайна, которую я намерен тебе сегодня открыть», — тихо произнес Дон Хуан. «Никто не знает моей личной истории. Никому не известно, кто я такой и что делаю, даже мне самому». Прищурившись, он смотрел в пространство, за моим правым плечом. Он сидел, скрестив ноги и выпрямившись, однако его тело казалось полностью расслабленным. В этот миг он был сама суровость, не дать не взять могучий вождь, краснокожий воин из книг моего детства. Я поддался романтическому воображению и вдруг отчетливо ощутил противоречивость своего отношения к этому человеку. Он очень меня притягивал и в то же время до смерти пугал. Так он сидел, глядя в пространство перед собой довольно долго. «Откуда мне знать, кто я такой, если все это я?» — спросил он движением головы, указывая на все, что нас окружало. Потом он взглянул на меня и улыбнулся. «Ты должен постепенно создать вокруг себя туман, шаг за шагом стирая все вокруг до тех пор, пока не останется ничего гарантированного, однозначного или очевидного. Сейчас твоя проблема в том, что ты слишком реален. Реальны все твои намерения и начинания, все твои действия, все твои настроения и побуждения. Но все не так однозначно и определенно, как ты привык считать. Тебе нужно взяться за стирание своей личности». «Но зачем?» – ошеломленно спросил я. До меня вдруг дошло, что он мне указывает, как себя вести. Сколько себя помню, я всегда терпеть не мог, когда кто-либо пытался учить меня жить. Сама мысль о том, что мне собираются указывать, что я должен делать, немедленно вызвала во мне защитную реакцию. «Ты говорил, что тебя интересует информация о растениях», — спокойно сказал он. «Ты что же, думаешь получить ее даром? Как это, по-твоему, называется? Мы ведь условились. Ты задаешь вопросы, а я рассказываю тебе то, что знаю. Если тебя это не устраивает, то нам больше не о чем говорить». Меня раздражала его ужасная прямота, но я поневоле был вынужден признать, что он прав. «Скажем так, если ты хочешь изучать растения, то должен, кроме всего прочего, стереть свою личную историю». «Но каким образом?» — спросил я. «Начни с простого. Никому не рассказывай о том, что в действительности делаешь. Потом расстанься со всеми, кто хорошо тебя знает. В итоге вокруг тебя постепенно возникнет туман». «Но это же полный абсурд!» — воскликнул я. «Почему меня никто не должен знать? Что в этом плохого?» «Плохо то, что те, кто хорошо тебя знает, воспринимают твою личность как вполне определенное явление. И как только с их стороны формируется такое к тебе отношение, ты уже не в силах разорвать путы их представлений о тебе. Мне же нравится полная свобода неизвестности. Никто не знает меня с полной определенностью, как, например, многие знают тебя. Но в этом уже присутствует ложь. Ложь или правда, мне до этого дела нет», — жестко произнес он. «Ложь существует только для тех, у кого есть личная история». Я возразил, что мне не нравится намеренно мистифицировать людей или вводить их в заблуждение. Он ответил, что я и так ввожу в заблуждение всех, с кем имею дело. Старик затронул больной вопрос. Я даже не спросил, что он имеет в виду, или почему он решил, что я постоянно всех мистифицирую. Вместо этого я тут же пустился в объяснение. Все мои родственники и друзья почему-то считали меня человеком ненадежным, и это причиняет мне боль, так как за всю жизнь я ни разу не солгал. «Но ты всегда знал, как это делается», — заметил он. «Тебе не хватало одного. Ты не знал, зачем следует лгать. Теперь знаешь». Я запротестовал. «Неужели ты не понимаешь? Я сыт по горло тем, что меня считают ненадежным». «Но ведь это так», — убежденно сказал он. «Да нет же, черт возьми», — воскликнул я. Вместо того, чтобы отнестись к этой моей вспышке серьезно, он захохотал как безумный. Я чувствовал, что ненавижу его.
Но, к сожалению, он снова был прав. Угомонившись, он продолжил. Если у человека нет личной истории, то, что бы он ни сказал, ложью не будет. Твоя беда в том, что ты вынужден всем все объяснять, и в то же время хочешь сохранить ощущение свежести и новизны от того, что делаешь. Но оно исчезает после того, как ты рассказал кому-нибудь о том, что сделал. Поэтому, чтобы продлить это, тебе необходимо выдумывать. Я был ошеломлен таким оборотом нашей беседы и старался как можно точнее все записать. Для этого мне пришлось полностью сосредоточиться на его словах, оставив в стороне свои собственные возражения и возможный скрытый смысл того, о чем он говорил. «Отныне, — сказал он, — ты просто должен показывать людям то, что считаешь нужным, но никогда не говорить, как достиг этого». «Но я не умею хранить тайны, — воскликнул я, — поэтому то, что ты говоришь, для меня бесполезно». «Ну так изменись, — резко бросил он, ярко сверкнув глазами. Он напоминал странного дикого зверя, но в то же время был очень последователен и мыслил исключительно точно. Мое раздражение сменилось состоянием замешательства. «Видишь ли, — продолжал он, — наш выбор ограничен. Либо мы принимаем, что все реально и определенно, либо нет. Если мы выбираем первое, то в конце концов смертельно устаем и от себя самих, и от всего, что нас окружает. Если же мы выбираем стереть личную историю, то все вокруг нас погружается в туман. Это восхитительное и таинственное состояние, когда никто, даже ты сам, не знает, откуда выскочит кролик. Я возразил, что стирание личной истории лишь усугубит чувство неуверенности и незащищенности. Когда отсутствует какая бы то ни была определенность, мы все время начеку, мы постоянно готовы к прыжку, сказал он. Гораздо интереснее не знать, за каким кустом прячется кролик, чем вести себя так, словно тебе все давным-давно известно. Он замолчал и, кажется, целый час не говорил ни слова. Я не знал, что спросить. Наконец он встал и попросил подвезти его в соседний городок. Почему-то от этой беседы я устал, и мне хотелось спать. Он попросил меня остановить машину и сказал, что если мне нужно отдохнуть, я должен взобраться на плоскую вершину холма у дороги и полежать на ней ничком, головой на восток. В его голосе была настойчивость. Я не хотел спорить, а может просто настолько устал, что был не в силах даже говорить. Взобравшись на холм, я сделал все так, как он сказал. Я заснул на 2-3 минуты, но этого оказалось достаточно, чтобы мои силы полностью восстановились. Мы доехали до центра городка, где он попросил его высадить. «Возвращайся», — сказал он, выходя из машины. «Обязательно возвращайся».